Сегодня речь пойдет о гидрокомпенсаторах. Привет всем, друзья! Приветствую на канале VB Life, все о ремонте. Сегодня речь пойдет о гидрокомпенсаторах. Автомобиль Chevrolet Aveo, двигатель 1.5. Значит, какие признаки? Сейчас похолодало на улице, конец ноября месяца, и утром на холодную отчетливо металлический стук гидрокомпенсаторов, который проходит через несколько секунд или минут. Но он у меня еще раньше появился после ремонта. Значит, я менял прокладку ГБЦ недавно, в конце лета. Вот, и допустил одну единственную ошибку. Надо было, когда у меня гидрокомпенсаторы все лежали на столе, разобрано тут все было, снятый был распредвал, надо было помыть гидрокомпенсаторы. Но так как стука не было, было лето, все работало до замены прокладки, то я решил их не разбирать. А зря. Сейчас, сразу же после того, как я вот собрал, стук этот появился. Скорее всего, значит, в чем причина? Перед тем, когда вот меняете прокладку, перед тем, как собирать распредвал и постель распредвала устанавливать и затягивать головку в лока цилиндров, обязательно надо сливать гидрокомпенсаторы. Внутри есть клапан, и этот клапан обязательно нужно надавить, чтобы слить с гидрокомпенсатором масло. Что я и сделал. В итоге, значит, получается, наверное, скорее всего, когда я масло это слил, то шарик этот где-то или подзаклинивает, или еще что-то, может забитый канал этот, где сам шарик двигается. В итоге после прогрева он двигается, на холодную он подклинивает. Вот такое вот дело. Значит, ну какие мои действия? Естественно, мы тут снимать головку не будем, и постель распредвала снять тоже нельзя, так как здесь одним болтом прикручена и головка, и постель распредвала. Поэтому мы можем снять гидрокомпенсатор для того, чтобы помыть, только единственным способом. Откручиваем крышку, вот эту клапанную крышку, и специальным съемником, который крепится на вот эти два болта, мы надавливаем клапан и аккуратно извлекаем с помощью пинцета коромысла и затем гидрокомпенсатор. И затем, естественно, его моем в растворителе и собираем в обратной последовательности. Так, ну что, сейчас я заведу автомобиль. Вы послушайте, как звучит этот стук гидрокомпенсатора, а затем уже дальше будем смотреть. Как видно, первые секунды происходит активный стук, затем потише, и затем по мере прогрева уже будет, вот буквально видите, вы слышали, пропал этот звук, то есть в гидрокомпенсаторе шарик встал на место и закрылся канал, через который выходило масло. Ну или может быть масло заполнило наоборот гидрокомпенсатор и стук пропал. Так, вот в принципе вы услышали стук этот гидрокомпенсаторов. Конечно, можно было бы ездить и так, вроде бы как, значит, он пропадает сразу, но я знаю, что так не должно быть, у меня таких стуков не было, значит, надо найти этот гидрокомпенсатор, который у нас сливается, скорее всего, не закрывается плотно на место клапан, и за время простоя масло с него стекает, и затем он на холодную запуск вот такой вот происходит. Значит, ну как мы можем определить, какой из гидрокомпенсаторов стучит? Значит, сейчас, естественно, я уже это не сделаю, надо пройти опять, чтобы двигатель был холодный. На следующий день, скорее всего, я это запишу
снять крышку и, не заводя двигатель, просто-напросто методом надавливания на гидрокомпенсатор найти, какой из них продавливается. Естественно, тут гидрокомпенсаторы стоят, некоторые не надавленные, и распредвалом, некоторые надавленные, поэтому нужно по чуть-чуть прокручивать, значит, коленвал вместе с распредвалом и освобождать по очереди гидрокомпенсаторы и путем надавливания найти тот, который, значит, у нас вот немного стучит. Он, по идее, должен на холодную продавливаться. То есть сам гидрокомпенсатор устроен так, что вы даже в тисках его не надавите. Вот если он в рабочем, хорошем состоянии. Так вот, смотрите, открыл крышку, я все-таки решил сегодня проверить. Вот у нас где кулачки вверх, значит, не надавленная коромысла. Вот оно видно, чуть-чуть вот в сторону боком люфт есть, ходит. И здесь, где гидрокомпенсатор, вот я не могу его надавить совсем. Я все перепроверил, и вот один единственный, вот этот вот болтается, продавливается. Вот видно. Вот рукой его даже слышно звук даже этот. Теперь здесь попробую. Здесь нет. Ну, естественно, вот тоже поднятый кулачок. И здесь ничего не продавливается. То есть гидрокомпенсатор, значит, заполненный и поднятый максимально вверх. А вот этот вот гидрокомпенсатор, скорее всего, что он. Вот он, видно, болтается. Этот вот также ходит, но вот здесь вот я его придавить не могу, а этот так, ну это при том, что я его только что заводил, он заполнился маслом. В общем, ладно, придется еще один раз попробовать снять крышку, масло когда стечет, вот, и тогда уже так вот. Ну вот смотрите, чтобы достать гидрокомпенсатор, получается, мне надо сюда вот, смотрите, что-то типа вот такого вот съемника.